since we've been able to connect. So I want to take a moment and just give you a little bit of information about what's going on. Мы давно с вами не общались, и сегодня хотела бы вам рассказать вот ситуацию, в которой находится компания, чтобы вы были информированы и знали, имели полностью всю информацию. I want to share with you, I think all of you know that it's been, IWOW has gone through a very difficult time financially where our expenses have been more than our income. Вы уже, думаю, знаете, что компания IWOW встретилась с очень тяжелым периодом в сфере финансов, да, с точки зрения финансовой части, потому что наши затраты намного превосходили, чем доходы. Некоторое время доходов практически не было. But, you know, even during this time, we continue to provide a really good product. Our product continues to work, and all of you have been able to use it for any type of business you wish. И даже в то время, когда наша компания не получала также и сейчас не получает практически никаких доходов, то есть никаких поступлений, мы все же поддерживаем работу наших сервисов, и вы можете пользоваться конференц-комнатой и другими видами наших инструментов для работы. И, как вы знаете, мы не ограничиваем никого в том, чтобы партнеры имели другие виды бизнесов для создания дохода, пока в нашей компании такая сложилась ситуация. My number one concern is I want all of you as partners, I want you to be blessed and prosper. And I want you to have a good fortune with your families. Я всегда также хочу, чтобы вы все были успешными, чтобы вы финансово процветали, чтобы вы жили в достатке, вы и также ваши семьи. And so, you know, I've been looking to find a really good partner, some business associates, or maybe you know, funds that would maybe join with IWOW and partner with us, that would be a wonderful blessing to all of our partners, and to give WOW a big opportunity, all of our partners, a large opportunity around the world. Все время я подбираю ищу инвестора, который бы заинтересовался нашими инструментами. И также можно было бы этой компании использовать инструменты для продвижения бизнеса. Now, so right now, you know, a lot of you are saying, we're wondering what we're doing with the affiliate program. And right now, we're having to just keep on hold and just continue to provide a good product. But it's our goal to get it to re-engage, to someday when we find the right situation, to be able to open up and have the affiliate program work again. Мы не найдем инвесторов, мы вынуждены в связи с сложившейся ситуацией пока приостановить партнерскую программу, то есть мы пока можем только поддерживать наши сервисы в работе для того, чтобы вы могли использовать инструменты, также чтобы наши продукты могли продолжить существование. Но как только мы найдем инвестора, ситуация изменится, и мы в дальнейшем объявим о восстановлении партнерской программы, и также вы сможете получать комиссионные вознаграждения по разным бонусам. А в настоящее время мы будем очень благодарны, если вы будете оставаться клиентами, нашими, конечно же, партнерами, и продолжать использовать инструмент. Если вы занимаетесь какими-то другими видами бизнеса, активно используете инструменты, возможно, другие партнеры других компаний увидят также в наших инструментах именно тот мощный такой, как говорится, не буду повторяться, инструмент, дали возможности для продвижения бизнеса. Таким образом начнут покупать пакеты, как вы видите, мы сделали изменения в оплате, в цене,
и начнутся поступления в компанию уже с клиентов средства. Таким образом, ситуация также, это может помочь ситуации улучшиться. But for today, for now, right now, we're all going to remain as customers, and we want to provide a great product so that you can use our product, and everyone you can refer people that can use our product to help them build their business and make a good living. Я сейчас одену наушники, вы скажите, мне лучше сейчас слышно? Как сейчас слышно? Лучше? Угу. Хорошо. Вот, то есть, спасибо большое. То есть ситуация такая, что Билл со своей стороны решает вопросы с инвестором, а нам надо со своей стороны также делать то, что мы можем. Если мы действительно ценим те инструменты, которые у нас есть, и мы свободны заниматься этим бизнесом, и мы можем использовать активные инструменты и также другим людям показывать, насколько эффективно можно их использовать для продвижения любого бизнеса. Для этого, в общем-то, инструменты EVAVI и предназначены. Yes. All right. So if you would like to be loyal and helpful, the most helpful thing you can do for Wowee is to stay a loyal customer and to continue to pay your $19.95 a month and help us as we get through this season. And as we look for really good partners to work with that will benefit everyone. Вы можете сейчас делать как лояльные партнеры, это оставаться таковыми, использовать ежемесячно инструменты, оплачивать $19,95. Для тех партнеров, которые платили $44 и уже год закончился, им не нужно раз оплачивать эту сумму. Они только могут продолжать оплачивать $19.95. И если вы активно будете пользоваться инструментами, конечно же, это также будет хорошей рекламной кампанией. И я уверен, что другие люди также будут приобретать эти инструменты. Для этого мы сделали изменения в том, чтобы они стали более доступными для большинства людей. И когда мы пройдем через эти сложности, когда мы найдем партнера, то есть инвестора, и финансовая ситуация улучшится, мы тогда опять вернем программу партнерскую, по которой вы будете уже за рекомендации получать партнерское вознаграждение. Right. So this is the biggest, this is the main things I want to share with you today. But I will, I have some good news because I'm working with 2 or 3 different prospects to really help Wowee get back on track and back to growing again rapidly if we can make an agreement with them. And so I'm hoping in the next 1 week, maybe 2 weeks, we can have some good news for all of you. У нас сейчас идутся переговоры с 2 потенциальными инвесторами, и, возможно, это зайдет за 2-3 недели. Если мы договоримся, то изменения будут уже в следующем месяце. And we've been talking to some of these people about helping to catch up all the back commissions and everything that people have been storing, your 10% and the binary commissions on your residuals, to catch these up. So we're having these conversations with some of these partners that we've talked to about that would be very good help. And what about the shares? Yeah, and the shares. Mm-hmm. Shares, same thing. That's part of the commissions. Mm-hmm. The shares program is part of the commission program. Mm-hmm. And и переговоры, которые мы сейчас проводим с потенциальными партнерами, конечно же, включают часть сохранения всех вознаграждений долевых единиц по выплатам партнерам и 10%, которые начисляются на аккаунтах по тем невыплаченным суммам. Поэтому работа в этом направлении идет, и как только мы договоримся, конечно же, как говорится, все замороженные выплаты будут восстановлены, и вы получите ваши деньги.
Okay. So is there any other questions maybe that people have? Yes, if they don't pay their partnership $24, will they lose the shares or not? Or they just can pay $19.95? The system right now is set up for that to be automatic. It's automatic. It will flush their shares if they don't do the annual. But I'll try and talk and see if I can change this next week. And let me give you an update in 1 week from now, see if I can make that change so that it doesn't, no one has to pay the $25. I'll try and have that removed. So they just can continue paying $19.95 and don't lose anything, yeah? Do not pay the $25. I'll have that changed. I'll remove that so everyone remains an affiliate. У нас сейчас пока еще система действует прежняя по поводу того, что необходимо оплачивать 24.95. Но я со следующей недели поговорю с программистами, чтобы изменить эту систему, чтобы можно было не оплачивать эту сумму и продолжать оплачивать только 19.95, так как таковой партнерской программы пока не существует временно. Поэтому это справедливо, если вы будете оплачивать только абонентскую плату ежемесячно. Yes, so because there is no partnership program, yes, so it is not fair to take from them $24 if they don't get any incomes. So they will continue to pay $19.95. Потому что было бы несправедливо взимать, как говорится, эту оплату, когда нет партнерской программы. Поэтому вы только можете оплачивать $19.95 за то, что вы пользуетесь инструментами. И все начисления, которые были ранее, они сохранятся в ваших бэк-офисах. And so I just typed that note just now to IT to tell them that. And what about 10%? If they actively start selling the product, will they receive 10% or not from the packages? The 10% is still accruing. When someone purchases a new product or joins up, that 10% is building. Right today it's not paying out, but it is building up, the 10% on all their personals. So it will not be paid, but it will be stored, yes? Correct. 10% за прямые продажи также сохраняется, но пока в связи с ситуацией в компании, как я сказал, нет возможности пока выплачивать партнерскую программу. Поэтому они будут накапливаться, и как вопрос решится с нахождением партнера, тогда эти деньги будут выплачены. Okay. All right. So that's all I wanted to share today. I hope this helps answer a lot of the questions and thoughts. I don't want to keep people. I want you to all enjoy your rest of your Sunday. То есть я надеюсь, что это, наверное, говорится, вы получили ответы на те вопросы, которые вас больше всего, наверное, вот в последнее время волновали. Значит, Александра, уже этот вопрос как раз ответили. Спросите конкретно, доли пропадут, если не будет оплачиваться активность. If they will not pay monthly fee, for example, some months, 2 or 3 months, they will not use those and they will not pay $19.95. What about the shares? Will they stay or they will lose them? They'll flush. Yeah, they'll lose them. Для того, чтобы доли сохранялись, нужно оплачивать абонентскую плату $19.95 и пользоваться инструментами. По поводу работы в разных проектах в связи с ситуацией в компании, это не запрещено, это даже логично. Потому что мы не фанатики, мы люди, которые любим компанию Авави, но также принимаем реальность, которая в настоящий день существует.
И поэтому, если мы занимаемся любым бизнесом, но активно при этом используем инструменты, еще другим людям предлагаем использовать этот инструмент, как раз таким образом мы можем помочь компании. А если мы будем просто сидеть и плакаться, что у нас нет денег, и что мы, как говорится, потеряли время, деньги, нам не за что кормить свои семьи, то это никаким образом чести ни нам, ни компании не сделает. Окей. Все, вопросы есть еще или нет? Напишите, если есть еще вопросы по этой теме. Yes, so what we should tell, they say that the shares we already owned, like we did the job, and that's why we own the shares. So why it is related to our activity now? Well, the shares are part of the compensation plan. The shares are not. The shares are just one portion. We have many things involved in the compensation plan, like the car bonus, the cycles, the direct commission, and also the performance incentive bonuses, which is the shares. The performance incentive bonus is just one part of the compensation plan. If you're not an active affiliate, you're not qualified for any of the commissions. So you must remain an active, people who move on, they just forfeit that. That's part of a compensation plan. And it's unfortunate that that's where we're at today. That's just the situation. But I'd like it to be different, but that's what it is. Я хотела бы, чтобы ситуация сегодня была другая, но мы имеем ситуацию, которая сейчас возникла в компании. Да, вы хорошо работали. Также у нас 27 человек работали в офисе, которые выполняли работу определенную каждый день. Я также, вы знаете, что не отдыхал. Я приезжал, был все время на связи с партнерами, работал больше 12 часов в день. Но ситуация сложилась такая, как есть, нужно нам ее принять и посмотреть, как можно из нее выйти. То есть, с одной стороны, я могу что-то делать, с другой стороны, также, если у вас есть желание, вы можете делать, и то, что вы сейчас можете делать, это использовать активные инструменты. Только таким образом мы можем вместе, если будем двигаться в определенном направлении, прилагать усилия, выйти из этой ситуации. Никто этого не планировал, что так произойдет. И бонусы, и доли – это часть компенсационного плана, точно так же, как бонус на автомобиль, циклы, эти доли компании. То есть это все является частью компенсационного плана. По определенным причинам сейчас этот план не может реализовываться. Поэтому нужно время для того, чтобы со стороны компании я мог найти партнеров для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать работу инструментов и также работу компании. А с вашей стороны то, что вы можете сделать, это использовать инструменты. But they say that now we feel very bad because many people who we invited into business, we feel ashamed because when we see them, because they paid money and they didn't own anything, and now they just feel like embarrassed or like we used them. And we feel ashamed now to meet our relatives or our friends like this. And I know this. So I also feel this pain with you, and so this is why we're working very hard to see if we can have a good solution to this. То, что произошло, никто не планировал. И, конечно, я вас понимаю, да, что вам неудобно, возможно, вы чувствуете себя неловко перед теми людьми, кого вы пригласили в бизнес. Мне очень также неприятно оказаться в такой ситуации.
Поэтому мы сейчас принимаем все меры для того, чтобы вывести компанию из этой кризисной ситуации, которая сложилась. And what about the new product, which many people just joined the company because they were thinking about new product? I understand. Okay, so the new product, yes, it's already completed, but it's on hold right now because we just have to try and find a way to bring in our revenue to be able to launch the new product. So that's been done for some time. But we need the team, we need more funds, more revenue. We have very few sales, and we need more revenue to be able to launch our new product. So all the issues, all the concerns you have, every question, every problem, every issue comes back to we just need to find a good investing partner or business partner, and this is the solution. We need to increase our income. То, что касается нового продукта, вы знаете, что мы его разрабатывали много лет, и практически он уже готов. Но опять-таки для запуска нужны средства. То есть все сейчас упирается в то, чтобы найти партнера или инвестора, с помощью которого запустить новый продукт. И как только этот вопрос будет решен, мы, конечно же, его запустим. Нужно ли оплачивать активность уже заработанными долларами? Нет, потому что в компании сейчас нет денег, чтобы оплачивать активность. Для того, чтобы их нет. То есть больше года компания не получала никаких средств. Потому что были многие проплаты сделаны на год вперед. What about investors who were at the beginning with the company, like the Conrad and others? The question's what, Elena? What happened with your investors, which initially were with you when you started Iwavi, like the Conrad and other investors? What happened to them? Yeah, the investors became my friends. These are my friends and investing partners. They all became very disappointed with the MLM culture when they saw some of the top leaders, the way they told stories and manipulated, and they all my friends said they wanted nothing to do with this kind of behavior and they're my friends, but they said they didn't want to have anything to do with this MLM kind of business, the way people behave and conduct themselves. You're muted. You're muted, Elena. Yes, what about now? Is it okay? Был задан вопрос по поводу инвесторов, первоначально, которые были с Биллом в компании. Да, это его друзья, они сейчас остаются его друзьями, но когда они увидели что-то в новом бизнесе, когда они увидели манипуляции со стороны лидеров и поведения, они очень разочаровались именно в этом бизнесе, и они не хотят с MLM иметь дела никакого сейчас. Yes, I'm reading questions. Elena, one question was about data security. Our data has always been secure for the people's information. Different people have said they have information, or we are sharing information, or we are doing email blasts. This is not true. This has never been happened. These are just stories that people made up to create anxiety. Our system has always been secure. The data has always been secure. Everyone's names, their email addresses. This has always been secure and has never been touched or broken by Huawei or used by Huawei or anyone else. Вопрос здесь прозвучал по поводу безопасности информации в системе Iwavi.
И я подтверждаю то, что всегда наша система была безопасна, то есть никакой не было утечки информации, всегда любые встречи, любой обмен информацией в наших конференц-комнатах или в имейлах, эта компания обеспечивалась абсолютной безопасностью. Денег нет, абонплату плати. Вас никто, Ольга, не заставляет платить абонплату. Речь идет о том, кто использует инструменты, кому они дороги, и о том, кто хотел бы таким образом участвовать в этом периоде кампании. Потому что всегда много друзей тогда, когда все хорошо. Да? И на встречах, когда Билл приезжал, сколько людей хотели с ним сфотографироваться и взять автограф, да, когда все хорошо. А сейчас ситуация такая, именно в компании такая ситуация произошла. И никто вас ни к чему не ограничивает и ни к чему, говорится, не заставляет. Это личное дело вас. Билл констатирует именно то, что случилось, и ту ситуацию, которая есть. Нужно быть реалистом и смотреть в лицо тем фактам, которые нам в жизни встречаются. Окей, что-то еще есть, вопросы какие-то? Елена, не игнорируйте пока мой вопрос. Извините, я никого не хочу игнорировать. Я сейчас посмотрю. Так, Россия вводит закон по защите данных в сентябре месяце, как Билл прокомментирует эту ситуацию. По защите данных, а можете вы более подробно задать ваш вопрос? Каким образом закон о защите данных, который принимает Россия, относится к компании Huawei? Задайте, пожалуйста, ваш вопрос корректно, так, чтобы понималось, о чем идет речь. Elena, you can say, I translated Igor's questions about security and Russian security. Huawei meets these requirements. So we've always been higher. We've already exceeded these requirements for communication. So we're fine. Окей, Игорь, на ваш вопрос ответил сейчас, он его перевел. То есть те требования по защите данных, которые принимает Россия, они, компания Huawei им соответствует. То есть всегда в компании были высокие требования к защите данных, поэтому этот закон, который только вводится в России, никаким образом, как говорится, не помешает компании. То есть данные так защищены. Так, долги точно сгорят, если не платить абонплату. А доли точно сгорят, если не платить абонплату. Угу. So shares, if they don't pay monthly fee, all the shares will flash. Yes, that's correct. They flash in 30 days. Hang on. Да, если не платить ежемесячную плату, то доли будут сгорать, так как это с самого начала и предполагалось. То есть это было правилом по поводу долей с самого начала. То есть партнеры должны оставаться активными. То, что по поводу партнерки, да, 24,95 не нужно будет платить, если у вас закончился период уже оплаты годовой партнерской активности.
one second, I have to take. I'm sorry, Elena. I had a rental truck yesterday that we were using, and they were calling me about where the key was at. I had to let the workers know where it was at. I see. Okay. So they ask, can we pay a monthly fee using money? Okay, Can you hear me? Okay. They say, can we use that our money which we have in back offices to pay our monthly fee? The what master fee? Monthly fee. Can they pay monthly fee by using the money which they have in back offices? No, I would like them to be able to do that, but the IT guys that manage that, we no longer have here in the building. They've all taken off for until we could have more revenue come in. They'd like to come back to work, but they've all gone on vacation until we increase our revenue. So we don't have the people here to change that over. I'd like to do that, but we don't have the ability to do that today. По поводу того, что можно ли оплачивать из денег, которые в бэк-офисе есть, ежемесячную плату, я бы хотел сделать это, но в связи с тем, что у нас сейчас нет никаких доходов, мы не можем выплачивать программистам заработную плату. Поэтому сейчас большинство программистов пока в отпусках, как только решится вопрос с финансами, они все готовы начать опять работу. Поэтому технически это сейчас невозможно сделать. Now I am going to be meeting with Mike next week, and hopefully, and I'm going to ask him if he can take care of that project for me and give people the opportunity to do it. You mean you will meet Mike to ask him if they can make this so people can pay from their back offices for their monthly fee? Yes, I'm going to try and meet with Mike to talk about that. Билл поговорит с Майком на следующей неделе еще по этому вопросу. Если получится, может, можно будет этот вопрос решить, чтобы можно было оплачивать именно теми деньгами, которые есть в бэк-офисе за абонплату. Yeah, today I agree with all of you. I'd love to do this and make this automatic and have that just pay, but I don't have the people here to be able to make that change for me. So I'm sorry I can't do that today, but I'm going to try and do it. Я постараюсь это сделать, потому что это, конечно же, справедливо, ваш вопрос о том, чтобы заработанные деньги использовать для оплаты бэк-офиса. Но именно технически в настоящий момент у меня нет возможности, но я буду говорить с Майклом, чтобы каким-то образом, может, мы это сможем решить. They say that it will be fair to keep the shares till we come out of this difficult situation, because people worked a long time and they invested much money, and they invested maybe just even more than one package just to get those shares, and they paid monthly fee for many years. And now, because we don't have a partners program, maybe it will be fair to keep the shares till the situation will change, so people can start earning and they can pay their monthly fee as well. Right, and I understand that. I understand that how the situation is. I just don't have the people here to change the automatic system. The system set up to run automatic, and I understand this. And I agree with this this thinking, the process of thought you have. По поводу того, что писала Ольга Лобанова, да, это справедливо. И я перевела Биллу ваше мнение, вашу просьбу, это справедливо, и Билл будет думать над этим, как это можно осуществить. Today, IWOWE is struggling. You are being good friends. All of you who are still paying your monthly, you're helping this company to stay open. So you're being a good friend and you're helping us to keep our service open and still provide service. And it's very marginal. We barely make it each month, but we've still continued because of you being customers, good customers. We have still been able to keep and provide service.
Мы очень благодарны всем вам за то, что вы действительно оказались хорошими, надежными друзьями для нас, то есть для моей компании в такое сложное время, и благодаря вашей активности и тому, что вы пользуетесь инструментами, мы до сих пор можем поддерживать работу всех сервисов. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы остаетесь быть нашими партнерами. Yeah. So thank you. I don't want to go too much longer because I'm going to try and do another update in a week from now. In a week from now, we'll try and do another update and talk to you. And I have several conversations I'm going to be having this next week that I believe will be helpful and positive. And so then I'll try and do another update this next week. Я буду с вами встречаться регулярно. В следующий раз мы встретимся через неделю, чтобы вы получали информацию со своей стороны. Я работаю над этими вопросами. And there is a question, what money the company need to solve the situation and how many clients should start using the products so the company can feel better? Yeah, we need to raise $1 million. We need to raise $1 million. That's what we need to put into the company. We'd love to find an investing partner, someone to partner with the company, but we need to put $1 million in too. And then the whole company would be all fresh and new and exciting. It'd fix everything. Or we need a good customer that maybe brings 100,000, 200,000 new members to it. So if we have, many new members, like 100,000 new members, and a good company, a good client, or $1 million, either one would fix all the problems in one day. The whole company would be a new company, and everyone would be celebrating around the world. The company would be immediately going. По вопросу, сколько нужно денег и сколько нужно партнеров для того, чтобы компания могла восстановить свою работу. И на этот вопрос Билл ответил, что нужно приблизительно $1 миллион. То есть мы сейчас ищем партнера, который стал, или инвестора, который бы стал партнером компании. Нам нужно $1 миллион для того, чтобы полностью восстановить всю работу и партнерскую программу. Или это может также решиться вопрос, если у нас будет приблизительно 100 тысяч клиентов, то есть новых партнеров, которые будут пользоваться активными инструментами, использовать ежемесячно их в своей работе. Александр Струков. Большая просьба к Биллу от партнеров сохранить долевые единицы для партнеров, которые не зарабатывают. Так же, как нет партнерской программы, не могут платить абонплату. Александр, мне об этом уже говорили. Да, я перевела эту просьбу Биллу, он сказал, что будет этот вопрос решать. And Bill, the last question. Where are the money which people paid for their training, for certificated trainers? Are you going to provide this training or not? Yes, I've been waiting. Yes, we're going to provide the training, but I've been waiting to train to find a partner and to see how that partner came out, so that the training could be tailored to help the future. And in this spot right now, I don't want to spend time training something that maybe we do or we don't do. I want to train things that will help you. And so I've been waiting, and I thought we would have a good partner many months ago. And, we were deceived by one group. And so it's hurt everyone. But I don't want to start the training until we have the right partner so I can teach exactly how to be successful. Обучения и тех денег, которые были оплачены за обучение. Билл также готов это обучение предоставлять, но целесообразно будет его начать тогда, когда будет найден партнер, потому что может быть изменится система, и уже это обучение согласовать с той системой, которая будет уже после того, как будет найден партнер. Поэтому как только найдется этот инвестор и новая система, будет также запущено обучение.
Так, Альберт, так, получил любимое письмо, возможно, в сотрудничестве с президентом компании Aqual. Bill, Albert asks, did you receive the letter from him regarding the cooperation with the Aqual company? Maybe you can speak to the president of that company and get the joint venture project. Oh, I would be very willing to that. If you could send me details, I'd be glad to talk to them about this. Альберт, ваше письмо Билл не получил. Давайте я вам сейчас напишу свою электронку. Отправьте мне, чтобы я проконтролировала, что это письмо... Да, отправьте Биллу и копию отправьте мне. То есть я таким образом смогу проконтролировать, чтобы Билл получил это письмо. Спасибо большое. Thank you, Bill, very much. So that you came and shared this situation and information with us. And we can meet you next week. Okay, thank you. Thank you, Elena. Thank you, Elena, and thank you, everyone, for joining us today. And spending, I know this is not easy. It's a difficult subject. But thank you for being kind and patient and having a conversation with me. Всем благодарю, что вы сегодня пришли, что мы обсудили эти вопросы. Сейчас, да, сложная ситуация в компании, мне также весьма неприятна именно эта ситуация, в которой мы оказались. Вот, и я очень благодарен за то, что вы понимаете, за то, что вы остаетесь партнерами компании, и я надеюсь, что вместе мы решим и найдем выход из той ситуации, которая сложилась. Всем большое спасибо, и увидимся через неделю. Okay, thank you. Thank you. До свидания, всем хорошего вечера. Thank you, Bill, bye-bye.